Стоять! К стене! За надругательство над священными вариантами песни льда и пламени, за наведение хулы на величайшего автора современности, а заодно прошлого и будущего, Красный Цинь. Цинь. Это имя такое? Правда? Итак, за все озвученное святотатство Красный Цинник приговаривается Мартинофильским военно-полевым судом к расстрелу книгами. Цинник, есть последние слова? Ну, вообще-то да. С момента моей первой рецензии на «Игру престолов» прошло несколько месяцев. За это время я многое узнал. Но не о мире Вестероса, а о фанатах Мартина. С одной стороны, хорошо, когда у писателя столько поклонников. Мартин может очень гордиться, что и в России он мега популярен. Но с другой стороны, очень печально, что многие эти фанаты суть есть религиозные фанатики. Любую критику они воспринимают как личную обиду. Любую шутку встречают в штыки. Разумеется, им не понравилась наша рецензия, и меня закидали всякими разными словами. Среди потоков нечистот и оскорблений порой встречались аргументы, с помощью которых фанаты Мартина пытались опровергнуть мои слова. Впрочем, общий смысл большинства этих аргументов примерно заключался в одном. Мартин всегда прав. Почему прав? Да потому что прав. Основной довод типичного фанатика: если вы читаете фэнтези или фантастику, то сразу отключайте логику, а лучше мозг вообще. Они там не нужны, потому что в фэнтези и фантастике возможны любые бред, чушь и ахинея. Нам ведь всегда про другие миры рассказывают. А раз так, то железо просто обязательно должно обладать свойствами сахара, а люди вести себя как идиоты. Иначе какие это фэнтези и фантастика? Конечно, можно попытаться сказать, что научная фантастика как раз и должна быть основана на научных или квазинаучных теориях и гипотезах. О том, что пусть в фэнтези и присутствует фантастический элемент, однако те вещи, на которые он не распространяется, просто обязаны подчиняться законам реального мира. О том, что все это должно быть логичным, иначе на одной полке окажется и классика жанра, и просто отмороженная хренотень. Однако подобные контрдоводы вызывают заведомо предсказуемую реакцию. Ересь, ересь! Сжечь на костер! Земля плоская, солнце крутится вокруг нее. Космические корабли могут летать на навозе. Крепостные ворота можно выбить башкой в шлеме. Сжечь святотатца на костер! Все это, конечно, очень и очень впечатляет. И, несомненно, пробивает на слезу умиления. Однако Красный Циник имеет собственное мнение. И второй сезон фэнтезийного сериала «Игра престолов» рассмотрит все так же. По-своему. Первая серия сразу и недвусмысленно говорит, что сценаристы окончательно решили слить всю воду и оставить от книги только самое важное. И почти во всех случаях это себя оправдывает. Исчезли многостраничное описание шматья, застежек, гербов, титулов и погонял. Папандопола, я здесь, Гриш. Обратись ко мне. Можно. Пан атаман Грицян Таврический. Вольно. Слыхал? Говорите. Я хотел спросить у тебя, пан атаман Грицко... Папандопола, шо, Гриш? Обратись еще раз, пусть привыкают. Можно. Пан атаман Грицко Тав... Что ты сбываешь? Молчать! Были обрезаны нудные и длинные диалоги, ликвидировано несколько сотен третьестепенных персонажей, которые появлялись на страницах исключительно для того, чтобы описать их одежду, герб, девиз и родственные связи с такими же важными людьми. Что же с сюжетом, спросите вы? А примерно то же, что и в первом сезоне. Он развивается медленно и неторопливо.
Итак, после смерти Роберта Баратеона и казни Неда, ака Эддарда Старка, в стране начался полный хаос и беспредел. Непонятно как, но по всему Вестеросу в кратчайшие сроки разнеслась правда о том, что папашей новоявленного малолетнего короля-дегенерата Джоффри является его дядюшка Джейми Ланнистер, а вовсе не Баратеон. Как мы помним, Джейми – это родной брат мамаши Джоффри, Серсеи, а значит юный монарх-кретин является узурпатором. О своем праве на престол заявляет оба брата Роберта Баратеона – суровый воин Станис и гламурный гомосек Ренли. Они объявляют войну короне, ну и друг другу для разнообразия. А где-то на севере дебилушку короля, а заодно и всех ланнистеров, люто ненавидят Старки. Роб Старк, старший сын бездарно слитого в первом сезоне Эддарда, объявляет короне войну, себя королем севера, а северные земли независимыми. И успешно навешивает всем люлей. Еще севернее, за несусветно огромной мега-стеной, ночная стража обнаруживает глобальную угрозу всему человечеству и идет с этим разбираться. Чип и Дейл спешат на помощь. А далеко на востоке Дейенерис Таргариен, дочка позапрошлого короля и маман 3 драконов, после смерти своего дрожайшего Дрога бомжует в пустыне. Дрога, как мы помним, был местным Чингисханом, мегавоином, также бездарно слитым в первой книге. Теперь Дейенерис руководит жалкой горсткой варваров, умирающих от голода и жажды. Давно обосновался? Вроде бы все красиво и логично, но только если пристально не вглядеться в каждого из главных героев, да еще и не вспомнить, что про них было понаписано в романе. Главный Старк теперь Роб. Весь сезон он воюет. Ну или типа воюет. Потому что в основном нам только рассказывают о его великих победах, а реально показывают его душевные страдания, хождение по лагерю, гуляние по природе да амурные похождения. Первый сезон ознаменовался для него заключением союза с лордом Фреем, стратегически важного и критически необходимого союза. Скрепить этот союз должен брак Роба с одной из дочерей Фрея. Что же делает Роб во втором сезоне? А кидает своих союзников ради первой же симпотной мордашки, в надежде на то, что союзники, которым он дал слово и которые рассчитывали породниться с ним как с королем, сильно не обидятся. Когда же союзники кинут его, это выльется в отчаянный вой. Ну как же это так? Это ведь только Робу можно слово нарушать, а всем остальным никогда. Но это будет потом. В первом сезоне молодой король-долбодятел Джоффри казнил Эддарда Старка. Тем самым он ополчил против себя всю родню убиенного и устроил войну. В столице же остались обе дочери Эддарда, бойкая младшеклассница Ария и тупая жалкая овца Санса. У бойкой Арии получается убежать. Правда, если сравнивать с романом, бойкость эту сильно, очень сильно порезали, исключив даже намеки на книжную крутизну. Почему? А кто всерьез воспримет описание того, как 12-летняя девочка, а в книге 9, сражается наравне со взрослыми мужиками и даже убивает их одного за другим? Ну что, козлики, посмотрим, что вы можете. Кстати, о крутости. По дороге Ария освобождает из клетки местного терминатора, вернее Хитмана.
Этот чел – специалист по скрытым убийствам. Описывать его деяния бессмысленно, их видеть надо. Непонятно, правда, как он в клетку попал. И почему при всех своих могучих талантах не сбежал оттуда в первую же ночь. Жалкая овца Санса остается в столице и весь сезон страдает. Какие мысли ее обуревают, чего она хочет, по сериалу понять решительно невозможно. Вначале она все еще является невестой придурка Джоффри, который унижает ее как хочет, троллит как может и испытывает попа-боль от того, что не может сделать большего. Когда же выясняется, что имбецил-король на ней все-таки не женится, Санса всерьез полагает, что ее отпустят домой, к родным. Тем самым, что устроили мятеж на севере и захватили в плен королевского папашу-дядю. На деле же ее ждет еще больше страданий. Кейтлин, мама Старков, не отстает от своих чад и отпускает Джейми Ланнистера с тем условием, что клятва-преступник, уже нарушавший присягу, сдержит свое слово и вернет домой ее дочерей. Офигеть, ты дура! Она дура. Ну что, разве вам не жалко их маму? Ну да, глупо, но ведь она же любит. Поэтому и поверила Джейми, отпустила его и тем самым внесла разлад в армию Роба. А ведь там многие мечтали Ланнистера прирезать. А потом у нее хватает наглости рассказывать Робу о благоразумии. Бран идет к стене, ибо старик-советник сказал ему, что там Джон Сноу, который стопудово ничем важным не занят, а поэтому может заняться воспитанием сводных братьев. А его нынешние коллеги по работе, бывшие некрозоопедофилы, которые тоже ничем не заняты, ему, конечно, в этом помогут. Пусть нету ни кола и ни двора, зато не платят королю налоги работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Джон Сноу, бастард Старка и новоявленный член Ночной Стражи, весь второй сезон идет. Во всем мире происходят разные события, а он идет и идет. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем, о нет и нет. Да. Идет он на север, по ту сторону от эпичной мега-стены. Сначала с другими стражами, а потом с дикарями-одичалами. Какова же цель этого похода? Прошел слушок, что некий Манс, король за стеной, собирает всех одичалых в одну армию и намеревается двинуться к стене. Зачем? Спойлер. Попытаться уломать дозорных пропустить за стену его, а заодно еще несколько тысяч одичалых. Типа надоело им жить в снегу. Вот 1000 лет жили-жили, непонятно, правда, как они это делали. При 15-метровых сугробах зимой и минусовой температуре даже летом. А вот теперь надоело. Правда, нахрена к стене переть, а просто море не пересечь, не объясняется. Ну вот, горстка дозорных вместе со Сноу и отправляется с целью все подробно разузнать, а затем и остановить эту многотысячную армию с жалким отрядом. Поэтому-то Джон и идет весь сезон. Переходим к главному кретину рецензии. Если первый сезон отметился сдуванием Роберта Бартеона и Эддарда Старка, которые внезапно поглупели и дружно пропили мозги, то во втором был изнасилован, сдут, а затем посыпан тальком Теон Грейджой. Кто это такой? Когда-то давным-давно суровый воин Эддард Старк, еще живой и здоровый, победил одного мерзкого морского короля. А потом уехал домой, захватив в качестве заложника вражеского сыночка Теона. Пацан воспитывался с остальными детишками Старков и, считай, стал частью семьи, которую любил. В первой книге Теон был нормальным, адекватным человеком,
Однако внезапно, после посещения Малой Родины, у него срывает крышу. И на после чего? Папаша, которого он 10 лет не видел, его почему-то не любит. Его вообще никто не помнит. А сестра и вовсе чморит. А чего он ожидал еще? Что его на руках носить будут за то, что он забыл принципы своего народа? И что же делает этот кадр, чтобы доказать, что «я такой же, как вы»? Нападает на Винтерфейл, фамильный замок Старков. Типа, гляди, папаша, какой я герой. Захватил громадный замок в 500 километров от моря и почти в 2000 километров от нашей родины. Ну да, людей в нем почти не было. Ну да, меня там считали за своего, но это же не важно, я ж герой. А как же я? Что я? Я же герой. Сказал бы я тебе, кто ты? Ну и толку от захвата, если замок удержать нельзя. Причем сестра кадра это прекрасно понимает, а он сам нет. И ладно бы на месте Теона был темный дикарь, но ведь его учили вместе с Робом и Сноу. Оба они кое-чего смогли достичь. А этот кадр, несмотря на то, что старше их обоих, полено поленом, хуже Буратино. Для фанатов же этот стиль признак глубины и объемности персонажа. Дейнерис передалась мания величия от чокнутого старшего братца. И едва выбравшись из пустыни, она тут же решила вернуть свое, незаконно отобранное. Что, правда, в свою очередь незаконно отняли ее предки, но это ее уже нисколечки не волнует. Дейнерис всерьез рассчитывает, что едва люди Вестероса узнают о ее возвращении, как тут же вымостят ей дорогу к трону своими трупами. Ведь она же законная наследница, а значит все кругом ей должны и обязаны. Не пристало царскому ребенку перед какой-то старушенцей на колени бухаться. Не бухнусь. Станис Баратеон, впрочем, рассчитывает на то же самое. Ведь он законный наследник, ему все должны, бла-бла-бла. Врет он! Царевич я! Ишь, какой самозванец нашелся! У меня тоже голова на плечах! Не волнуйся, сейчас у тебя ее не будет. Эй, палач! Впрочем, у него мозгов чуточку побольше. Если мамаша драконов побирается, то у Станиса есть огромная армия, которую он двигает на короля и своего братца Ренли, которого, как и Теона, коснулась волосатая лапа Мартина. В итоге этот персонаж безбожно слит. Впрочем, его и не жалко. Гламурный гомосек хотел на трон просто потому, что хотел на трон. Да и корона, как он считал, ему идет. Впрочем, сериал, придав Ренли голубизны, убрал книжную гламурность. В романе у него на шлеме 2-футовые золотые рога. Как поясняет автор, чтобы он казался выше. Удивительно, что обошлось без сапог на шпильке. Чё как? Я Бруно. Джоффри чудит как может. Страну разрывают конфликты, а этому малолетнему королю Олигофрену на все плевать. Он только развлекается и доказывает всем, что он крутой, а все остальные говно. Своим микроскопическим умишкой, не понимая, что сидит над навозной ямой и рубит под собою сук. Казалось бы, казнь Неда, которой вовсе не должно было быть, показала, чего стоит малолетний дегенерат на троне. Что же делает его мамаша Серсея? Самая опасная женщина в мире по первому сезону. А ничего, она его в принципе контролировать не может. Но при этом все равно не делает ничего для того, чтобы хоть как-то надавить на своего избалованного сыночка, плодящего проблему за проблемой. Зато интересно наблюдать за Тирионом. В рецензии на первый сезон я сказал, что Ланнистеры – это подонки Вестероса, но не сказал, что Тирион при этом является исключением. Я потом его, правда, хвалил много, но фанатикам на это было уже плевать. Тирион по кличке Бес действительно является самым адекватным человеком в книгах. И в нравственном отношении, и по поступкам, и по уму. После смерти Халадрогу он остался практически единственным человеком, вызывающим симпатию. В первую очередь потому, что не тупит, как остальные. Джейми показывают теперь редко. Почти весь сезон он сидит на цепи, в клетке, аки обезьяна, и лишь иногда троллит окружающих.
Тайвин, общий папаша Ланнистеров, все такой же непрошибаемый и серьезный до мозга костей. Впрочем, спойлер, не обольщайтесь, его тоже сольют. И спустят всю крутизну, накопленную им за 3 книги, в унитаз, буквально за 2 минуты. Но это будет в следующем сезоне. По-прежнему во главе угла стоит принцип Мартина, заключающийся в том, чтобы регулярно и жестко драть положительных персонажей для сопереживания, и лишь иногда раз лет в 10 отрицательных, типа для разнообразия. Привет, Вестерос. Ты прожил 1000 лет и не ценил того, что у тебя было. Я научу тебя ценить жизнь. Давай немного поиграем. В этом сезоне безудержно опускаются почти все герои. Тирион выполнил свою задачу, чудом выжил, но был лишен власти и унижен. Бриенна, девушка, одержимая идеей служения Гомосеку, не смогла его защитить. И это выливается в мощный психоз. Сансу тиранит Джоффри, Арию вообще все подряд. Сноу вынужден косить под одичалого и убить дозорного. Кейтлин нелепо доверяет слову Джейми. Сосед Ренли по кровати невероятно расстроен гибелью любимого. Брана в очередной раз чморят как инвалида. Наивную Дейенерис пытаются обуть вообще все властимущие одного славного южного городка. А в фильме еще и воруют драконов. Вот, пожалуйста. Это вам не штатишки. Что же можно сказать о самом сериале? С матчастью тут не все ладно. К примеру, половина героев идет в бой в парадных доспехах. Но, тем не менее, это лучше того, что творилось в книгах. На страницах можно встретить эпичных мега-убийц, которые перед тем, как убить, должны обязательно прощения попросить. Но вот так просто прирезать ну никак нельзя, только с извинениями. Прости. Сериальный поход ночных стражей на север у русского человека вызывает недоумение. Американские ребята походу холод и снег только на картинках видели. Ни красных носов и ушей, ни соплей, ни замерзших пальцев, ни пара от теплого дыхания. У многих нет шапок. Юные парочки комфортабельно ночуют под открытым небом. Ну конечно, мороз – это только подарки Сани и Санта-Клаус. В реальности бы их ждало. Расчлененка здесь настолько бредовая, что сравниться может только с аниме. Людей надвое, не особо замахиваясь, плюя на кольчугу и доспехи, разрубают полуторными мечами. Легкими топориками начисто, будто лазерным мечом, сносят воинам ноги. Брошенные сверху булыжники не проламывают череп, а начисто сносят его вместе с шеей. Будто из пушки шмальнули. Впервые стал заметен явный недостаток бюджета. Схватка за столицу описана крайне масштабным сражением, в котором участвуют далеко не 100 человек с каждой стороны. Сценаристы же решили провести ее не днем, а ночью, чтобы не так был заметен дефицит бабла. Но, увы, его все равно видно. Хваленый Винтерфелл на деле оказался 2,5 комнатами и обшарпанным внутренним двориком. Лагеря с десятками тысяч людей предстают в виде нескольких жалких палаток. Но все это режет глаз только в сравнении с оригиналом. Кстати, о книге. Многих интересует, насколько сильно отличается сериал от романа в плане событий. Ну так вот, были сильно изменены декорации, в которых происходят события и диалоги. Появились новые эпизоды, добавляющие сериалу действия. Что же было на их местах раньше? В лучшем случае ничего. В худшем все те же пространные описания гербов, титулов и шматья. Вот, например, расхождение между первой серией второго сезона и оригинальным текстом. Поединок, с которого и начинается сериал, в книге происходит не на крепостной стене, а как раз в поле, на лошадях.
Да и убитого рыцаря никто вином насильно не поил. Свистящего беса, целующего сестру в щечку, в книге тоже нет. Более того, его сначала вообще отказываются пускать на совет. В книге Серсея не истерит, выгоняя советников, но, с другой стороны, она там отвешивает Тириону пощечину за пощечиной. А в фильме они довольно быстро находят общий язык. В книге советник Станиса сначала предлагает Мелисандре чашу с отравленным вином, и лишь потом пьет сам, а не наоборот. Идолов богов и вовсе жгут после его смерти. Мизинца никто не хватает и под угрозой смерти не приказывает найти Арию. В фильме Теон предлагает выступить послом к отцу. В книге Роб посылает его сам. Разговора Джоффри и Серсеи насчет распутства папаши в книге тоже нет. Конечно, перечислено далеко не все, но общая тенденция налицо. Где-то поменяли местами события и диалоги, где-то добавили численности войск, а где-то сократили число кораблей. Ну и так далее и тому подобное. Что же было еще не так из памятных сцен по сериалу в целом? Ксара никто не запирал в сейфе. Драконов у Дейнерис никто не похищал. Сноу отнюдь не тащил на веревке Игрит, а сразу ее отпустил. Теон не писал предупреждающего письма Робу. Ария Тайвину не прислуживала. Соответственно, милых посиделок с ним не было ни разу. Джендри никто не пытал. Будущая жена Роба отнюдь не работала санитаркой на поле боя. И уж тем более собственноручно не ампутировала конечности пилой. Теона свои же не сдают. Тирион шлюх Джоффри не подгоняет. А Маргери вопрос о возможной групповухе и вовсе не ставит. Сериал, если рассматривать его как телевизионное шоу, все так же хорош. Во втором сезоне расхождений с оригиналом гораздо больше, чем в первом, но это пошло сериалу только на пользу. В него добавили действия, новых сцен, сократили все ненужное, а самые бредовые эпизоды и вовсе убрали. В итоге получилась не такая уж и плохая экранизация. Конану и Соломону Кейну в этом отношении повезло гораздо меньше. Да, в сериале есть странности и косяки, но их в разы меньше, чем в литературном оригинале. Смотреть ли? Конечно, смотреть. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги. Извините.